Когда группа рыбаков во время обычной поездки за акулами замечает что-то странное, плавающее в милях от побережья Флориды. Они не могут поверить своим глазам. То, что они вытащат из воды в тот день, оставит их, и весь интернет в полном шоке. Утреннее солнце едва поднялось над горизонтом, когда капитан Дэнни Корбин сдал свой грузовик назад по лодочному спуску в марине Сидар-Ки. Было 5:15 утра. Воздух все еще был прохладным и тяжелым от соли, а единственными звуками были мягкое позвякивание снастей и редкие крики чайки, кружащей над головой. «Ты взял те новые приманки?» — крикнул его приятель Трэвис с палубы «Лаки Страйк», 24-футового катера с центральной консолью, который видал лучшие времена, но все еще работал как часы. «Уже упаковал», — ответил Дэнни, закидывая холодильник на лодку. «Давай двигаться, пока прилив не сменился». Это должен был быть простой день. Тот тип дня, который эти люди проживали сотни раз до этого. Отойти на 5 миль от берега, закинуть удочки на тупорылых акул, пить кофе, травить старые байки и вернуться домой обгоревшими на солнце и довольными. Ни больше, ни меньше. Но то, что ждало их в Мексиканском заливе тем утром, было чем-то, что никто из них не мог предсказать, и это заставило их инстинкты работать на пределе. Они еще не знали, что их рутинная рыбалка вот-вот превратится в спасательную операцию, которая навсегда изменит их взгляд на океан. Дэнни был за штурвалом. Его друг Трэвис готовил удочки, а 22-летний племянник Трэвиса, Кайл, сканировал горизонт в бинокль. Трое мужчин отошли от марины Сидар-Ки как раз в тот момент, когда небо начало светлеть. Лаки Страйк прорезал спокойную воду канала, прошел мимо мангровых островов и вышел в открытый залив. К тому времени, как они миновали последний маркер канала, солнце полностью взошло, и вода простерлась перед ними, как лист темного стекла. Первый час все шло совершенно привычно. Они достигли своего обычного места, участка глубокой воды примерно в 5 милях от берега, где любят патрулировать тупорылые акулы, и расставили снасти. Дэнни открыл термос с кофе. Трэвис снарядил вторую удочку, а Кайл облокотился на борт, надеясь заметить плавник. Первым это увидел Кайл. «Эй, Дэнни!» — сказал он, опуская бинокль. В его голосе послышалась странная нотка. Не совсем тревога, но что-то близкое к ней. «Там что-то есть, примерно в 300 ярдах, может больше, на 2 часа». Дэнни прищурился в ту сторону, куда указывал Кайл. Сначала он не видел ничего, кроме открытой воды и солнечных бликов, прыгающих по мелким волнам. Затем что-то пробило поверхность. Темная фигура, едва заметная, поднимающаяся и опускающаяся вместе с волнами. «Наверное, бревно», — сказал Трэвис, едва отрываясь от своей удочки. «Или кусок причала, который оторвало во время последнего шторма». «Нет-нет», — внезапно крикнул Кайл, еще сильнее прижимая бинокль к лицу. Его голос дрогнул от недоверия. «Дэнни, иди сюда. Оно движется, оно живое. О, Боже, кажется, у него есть голова. Там кто-то есть». Паника в голосе Кайла заставила обоих мужчин вскочить. Дэнни схватил свой бинокль и навел его на объект. Несколько секунд он тоже не мог понять, что видит. Там было что-то бледное, что покачивалось над ватерлинией и снова уходило под воду. Это выглядело почти как кусок коряги с торчащей веткой. Затем фигура сместилась, и Дэнни впервые увидел ее отчетливо. У него все внутри оборвалось.
«Боже мой, это олень», — сказал он. «Там олень, плывущий здесь, в 5 милях от берега». На мгновение все замолчали. Слова повисли в соленом воздухе, как нечто совершенно невозможное. Трэвис даже рассмеялся, коротким, растерянным смешком недоверия. «Олень? Да ладно тебе, Дэнни. Здесь? Это невозможно». Но Дэнни уже двигался к штурвалу. «Заводи мотор. Нам нужно подойти ближе. Сейчас же». Смена тона Дэнни убила все оставшиеся сомнения. Трэвис завел подвесной мотор, и Лаки Страйк рванул вперед, сокращая расстояние между ними и невозможной фигурой в воде. Теперь, чтобы по-настоящему понять, почему Дэнни отреагировал именно так, без колебаний, без тени сомнения, вы должны понять, кем был этот человек и что для него значил океан. Дэнни Корбин рыбачил в водах побережья Мексиканского залива во Флориде добрых 30 лет. Он вырос на этих берегах, воспитанный отцом, который верил, что море может научить человека всему, что ему нужно знать о терпении, уважении и смирении. Его самые ранние воспоминания были о том, как он стоял босиком на палубе старого отцовского катера, наблюдая, как тот вытаскивает красного горбыля. К 12 годам Дэнни мог завязать беседочный узел быстрее, чем большинство взрослых. Сейчас Дэнни 47 лет, и он управляет небольшим, но верным чартерным рыболовным бизнесом в Сидар-Ки. Это не была гламурная работа. Лодка требовала постоянного ремонта, расходы на топливо съедали прибыль, а туристический сезон был в лучшем случае непредсказуемым. Но Дэнни не променял бы это ни на что. Это была его жизнь, и он любил каждую ее часть. Его жена Мария часто шутила, что она — его вторая любовь, а океан — первая. Дэнни смеялся и качал головой, но они оба знали, что в этом есть доля правды. Трэвис Кин, ближайший друг Дэнни и партнер по рыбалке последние 15 лет, был полной противоположностью Дэнни почти во всем, по крайней мере, внешне. Но он был одной из сых добрых душ, которые Дэнни когда-либо знал. Трэвис был из тех людей, кто остановит свой грузовик на шоссе, чтобы убрать черепаху с дороги, а потом будет переживать о ней весь оставшийся день. Это сострадание вот-вот должно было пройти высшее испытание. И был еще Кайл, племянник Трэвиса. Он был новичком в морской рыбалке, но жаждал учиться с той энергией широко открытых глаз, которую Дэнни узнавал в своих собственных юных годах. Чего Дэнни еще не знал, так это того, насколько важными окажутся быстрые инстинкты Кайла тем утром. По мере того, как Лаки Страйк приближался, 200 ярдов, затем 100, затем 50, реальность того, что они видели, стала неоспоримой. Это был молодой самец оленя. Его коричневая голова едва держалась над поверхностью, ноздри были широко раздуты, втягивая прерывистые, влажные вдохи. Его рога, маленькие и все еще покрытые бархатистой кожей, были наклонены под углом, пока животное боролось за то, чтобы держать голову над водой. Его темные глаза были широко раскрыты, остекленевшие и наполненные таким ужасом, которого ни один из 3 мужчин никогда раньше не видел у животных. Как мы все знаем, олени — сухопутные животные. Они созданы для лесов, лугов и открытых полей, а не для открытого океана. Хотя олени могут переплывать короткие дистанции через реки и озера, они не приспособлены для выживания в глубокой соленой воде в течение длительного времени. Их ноги, мощные на суше, не являются эффективными веслами.
Их мех, намокнув, становится невероятно тяжелым. И в отличие от морских животных, у них нет способа регулировать температуру тела в холодной воде. Найти оленя в 5 милях от берега в Мексиканском заливе было не просто необычно, это было почти невозможно. И все же он был там. Тело оленя было почти полностью погружено в воду. Его ноги, невидимые под мутной зеленой водой, все еще продолжали работать. «Как думаешь, как долго он здесь?» — спросил Кайл, и его голос дрожал. «Мы должны что-то сделать», — сказал он, и его голос сорвался от эмоций. «Прямо сейчас. Дэнни, он тонет». Но сделать что-то было непросто, и все трое мужчин это понимали. Дэнни всю жизнь провел рядом с животными, как на суше, так и в воде. Он понимал их поведение, их инстинкты и, что самое важное, их способность впадать в панику при угрозе. Олень, даже такой истощенный, каким казался этот, все еще оставался диким животным. Его копыта были острыми, достаточно острыми, чтобы прорезать кожу и мышцы одним ударом. Его ноги, хотя и уставшие, все еще могли нанести удар, способный сломать ребра или перевернуть их небольшую лодку, если животное начнет биться в неподходящий момент. И было кое-что еще, о чем никто из них не хотел говорить вслух, но все думали. Они вышли сюда ловить акул. Это были акульи воды. А борющаяся, измученная туша, плещущаяся на поверхности, была именно тем сигналом, который привлекает хищников за многие мили вокруг. «Мы не можем просто схватить его и затащить в лодку», — сказал Дэнни, рассуждая вслух. «Он слишком тяжелый, и если он запаникует, эти копыта разорвут нас на части. Он может перевернуть всю лодку. Так что нам делать?» — спросил Кайл, и в его голосе нарастала тревога. «Мы не можем просто сидеть здесь и смотреть, как он тонет». «Нет, не можем», — твердо сказал Дэнни. Он уже перемещался по палубе, открывая отсек для хранения под носом. «И не будем. Трэвис, подай мне ту мягкую плетеную веревку, длинную». Трэвис не задавал вопросов. Он нашел веревку и немедленно передал ее. Руки Дэнни двигались быстро, формируя широкую петлю на одном конце. Не тугое лассо, а что-то достаточно мягкое, что не задушит и не поранит животное. «Кайл», — продолжил Дэнни, поворачиваясь к юноше, — «мне нужно, чтобы ты был на страже. Глаза на воду вокруг нас, а не на оленя. Если увидишь плавник, любой плавник, любую тень, кричи немедленно. Справишься?» Кайл тяжело сглотнул и кивнул. Несмотря на страх, молодой человек схватил бинокль и занял позицию, с которой открывался самый широкий обзор. Трэвис подвел Лаки Страйк к оленю с невероятной осторожностью, двигая лодку так медленно и мягко, что шум двигателя был едва слышен за звуком волн. Дэнни перегнулся через борт с веревочной петлей в руках. Теперь он был достаточно близко, чтобы видеть каждую деталь. То, как раздувались ноздри оленя при каждом отчаянном вдохе. То, как его уши плотно прижались к черепу от полного изнеможения. То, как его темно-карие глаза косились на него. Эти глаза... Позже Дэнни скажет Марии, что именно эти глаза преследовали его больше всего. В них был ужас, да, но было и что-то еще. Что-то, что выглядело как несомненная мольба о помощи. «Тише, тише», — прошептал Дэнни, сохраняя голос тихим и спокойным. «Тише, приятель. Мы здесь, чтобы помочь тебе.
Никто тебя не обидит». Олень вздрогнул, когда веревка коснулась его рогов. Сердце Дэнни почти остановилось. Если бы животное дернулось сейчас, если бы оно использовало остатки энергии для борьбы, оно могло бы уйти под воду навсегда. Но оно этого не сделало. Олень замер. Его ноги перестали работать. Казалось, в тот момент измученное животное каким-то образом поняло, что этот человек не представляет угрозы. Это было одно из самых невероятных зрелищ, которые Дэнни когда-либо видел. Он осторожно накинул петлю на маленькие рога. «Есть», — тихо сказал он. «Трэвис, веди нас к берегу на самой медленной скорости, какая у тебя есть». Лаки Страйк начал медленно ползти вперед. Когда вода, наконец, сменилась с темно-синей на песчано-зеленую, и под килем стало видно дно, все трое мужчин почувствовали волну облегчения, такую мощную, что она почти сбила их с ног. Трэвис заглушил двигатель, и лодку прибило к берегу в тишине. В тот момент, когда копыта оленя коснулись песчаного дна, он рванулся вперед и тут же рухнул. Его ноги, которые месили воду на протяжении многих часов, просто не имели больше сил. Животное свалилось на мокрый песок. Это было душераздирающее зрелище. Это прекрасное существо, созданное для бега по лесам и прыжков через заборы, лежало беспомощным на пляже, не в силах пошевелиться. «Давай, приятель», — мягко сказал Дэнни, опускаясь на колени рядом с ним. Не раздумывая, он положил руку на грудную клетку оленя. Он чувствовал, как под кожей колотится сердце. Часто, но сильно. Животное было живо. Оно собиралось жить дальше. Трэвис вышел на берег и опустился на колени с другой стороны животного. Без колебаний большой мужчина начал осторожно растирать задние ноги оленя, пытаясь вернуть кровообращение в мышцы, которые были напряжены за пределы своих возможностей. «Мой дедушка делал так с лошадьми», — объяснил Трэвис. «Когда они слишком долго стояли в холодной воде, их мышцы сводило судорогой. Нужно разогнать кровь, иначе они не смогут встать». Кайл присоединился к ним, и в течение следующих нескольких минут 3 рыбака, которые отправились утром ловить акул, стояли на коленях в мелководье, массируя ноги молодому ольню, которому нечего было делать в 5 милях от берега в открытом океане. Олень собрался с силами, поджал одну переднюю ногу под туловище, затем другую. Он толкнулся вверх, сильно пошатнулся, и на мгновение показалось, что он снова упадет. Но затем задние ноги нашли опору, и молодой олень встал. Он стоял неуверенно, его ноги дрожали, но он стоял на твердой земле. «Вот так», — прошептал Дэнни, и широкая улыбка расплылась по его лицу. «Вот так, приятель». Олень сделал один осторожный шаг к лесу, затем другой. Его движения были скованными и неуклюжими, как у новорожденного жеребенка, впервые обретающего опору. А потом он остановился. То, что произошло дальше, это то, что сделало эту историю такой особенной. Момент, который в конечном итоге заставит миллионы людей по всему миру плакать, когда они увидят видео. Олень повернул голову и оглянулся на 3 мужчин, стоящих на мелководье. Казалось, животное говорит «спасибо» единственным доступным ему способом. Никто не двигался, никто не дышал. А затем олень повернулся
шагнул в тень мангровых зарослей и исчез. Трое мужчин долго стояли там по щиколотку в теплой воде, глядя на то место, где исчез олень. Трэвис вытер глаза тыльной стороной ладони и даже не пытался этого скрыть. Кайл открыто плакал. Даже у Дэнни, который провел 30 лет на воде и думал, что видел все, по щекам текли слезы. Дэнни позвонил Марии и рассказал ей обо всем, что произошло. Его голос несколько раз срывался, пока он пересказывал историю, и Мария слышала эмоции в каждом его слове. Когда он закончил, на другом конце линии повисла долгая пауза. «Возвращайся домой, Дэнни», — тихо сказала она. «Я приготовлю ужин». Но история не закончилась в Марине. Кайл, которому хватило сообразительности записать фрагменты спасения на телефон, выложил кадры в ту же ночь. К утру видео поделились 1000 раз. В течение недели оно стало вирусным, миллионы просмотров на всех платформах. Люди со всего мира оставляли комментарии. Многие из них были тронуты до слез кадрами, на которых глаза оленя встречаются с лицом Дэнни. Тот тихий, безошибочный момент, когда дикое животное доверилось незнакомцу. Это было, как отметили многие зрители, одним из самых красивых зрелищ, которые они когда-либо видели. Но для Дэнни, Трэвиса и Кайла это внимание никогда не казалось чем-то реальным. Они сделали это не ради камер или кликов. Они сделали это потому, что были на воде, кому-то нужна была помощь, и этого было достаточно. Дэнни по-прежнему рыбачит в тех же водах каждую неделю. Он по-прежнему выходит из Марины Сидор-Ки до рассвета. По-прежнему пьет кофе из термоса. По-прежнему рассказывает те же старые истории. Но время от времени, когда лодка проходит мимо того участка глубокой воды в 5 милях от берега, все трое мужчин замолкают. Никто ничего не говорит. Они просто смотрят на воду и вспоминают то утро, когда они вышли поймать хищника, а вместо этого спасли жизнь. Это стало напоминанием о том, что океан никогда не перестает нас удивлять, и что иногда самые невероятные моменты случаются в самые обычные дни. А что бы сделали вы, если бы заметили оленя, борющегося за жизнь в милях от берега в море? Рискнули бы вы подойти ближе или вызвали бы помощь и ждали? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске.